В этом видео ответы на вопросы, которые наиболее часто обсуждают в социальных сетях по схеме Homes for Ukraine. Homes for Ukraine – это спонсорская схема, которая позволяет людям и организациям Великобритании предлагать украинцам, спасающимся от войны с Россией, новый дом. Всем привет! Украинцы, которые уже добрались до своих спонсоров в UK по этой схеме, наверняка в той или иной степени принимали участие в праздновании юбилея Ее Величества на престоле. Однако в большей степени их интересуют, конечно, вопросы обустройства своей жизни в новых условиях. Как уменьшить расходы на проезд поездами и в общественном транспорте? Об этом смотрите отдельное видео, ссылка выше. Как получить BRP? Какие ваши первоочередные действия после приезда? Смотрите в другом видео, ссылка также перед вами. После получения BRP многих интересует вопрос о возможности поездки в Украину. На сколько дней разрешено, чтобы при этом не потерять выплаты от Universal Credit? Ответ – максимум на 28 дней. Об этом нужно обязательно оповестить Job Center и обосновать свою вескую причину отсутствия. Некоторым беженцам нужно срочно уехать еще до получения BRP, имея только визу в паспорте, и потом вернуться в UK. В этом случае однозначного ответа нет. Шестимесячная виза не является одноразовой. Во всяком случае, так пишется на сайте gov.uk. Информации, что вы запрещен, нет. Однако там же рекомендовано получить BRP перед выездом из UK. Также, если внимательно почитать письмо разрешения на въезд, в нем указано You shouldn't travel without BRP, то есть нежелательно. И приписано, что вы можете столкнуться с дополнительными проверками и не пройти контроль, в том числе в транзитных странах. Что касается сайта gov.uk, то информация на нем постоянно обновляется. Там можно найти ответы на многие вопросы. Ссылка будет в описании. Украинцев, которые приехали на своем авто, интересуют вопросы замены прав. Если имеются международные украинские права, полученные после 2013 года, с указанием срока действия, возможен обмен без сдачи каких-либо экзаменов на английский с правом вождения автомобиля с автоматической коробкой передач категории B. На механику и другую категорию придется сдавать экзамен. Обмен можно сделать после получения BRP. При этом 1 год с начала вашего пребывания в UK можно ездить с украинским водительским удостоверением. А вот машину с украинской регистрацией придется переоформить через 6 месяцев пребывания в Британии. Люди, которых вы сейчас видите, это не только украинцы, бегущие от войны с Россией. В основном это британцы, спешащие увидеть свою королеву. Ну а мы пока продолжаем тему автомобиля Великобритании. Некоторые украинцы хотели бы освежить свои способности вождения авто с учетом левостороннего движения и ищут инструктора на несколько уроков. Школа вождения AA предоставляет бесплатно 2 часа вождения с инструктором, либо столько же времени обучения на симуляторе для украинских беженцев. Нужно только им позвонить и указать свое местонахождение. Ссылка на школу будет в описании. Следующий вопрос, который можно часто увидеть в социальных сетях. Будет ли выплачиваться социальная помощь, если человек устраивается на работу?
В Великобритании социальные выплаты людям, не имеющим работы, называются Universal Credit, в переводе универсальные кредиты. Сумма этой социальной выплаты определяется индивидуально, зависит от возраста, наличия детей и других факторов. Например, каждый, кто старше 25 лет, получает сумму 334 фунта и 91 пенни в месяц. Если вы начинаете работать и получаете определенный доход, ваш универсальный кредит будет уменьшен на 55 пенни за каждый 1 фунт стерлингов, который вы зарабатываете. Таким образом, если ваш заработок достигнет 609 фунтов в месяц и более, выплаты по Universal Credit прекратятся. Люди, у которых есть дети, имеют так называемую помощь на работу. Это ежемесячная сумма, которую они могут заработать, не уменьшая их универсальный кредит. Она составляет 573 фунта стерлингов в месяц. Более подробно обо всем этом написано на сайте gov.uk в разделе Universal Credit. Гимн Великобритании. Боже, храни королеву. Вот на такой торжественной ноте я завершу это видео с обзором ответов на вопросы украинцев по схеме Homes for Ukraine. Но в своем следующем видео я планирую продолжить эту тему. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и активировать колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Будьмо!